Всем здравствуйте! Тапочки, которые я вяжу сегодня, начинаются с вязания задника. Затем с двух сторон набираются петли и продолжается вязание одним полотном. В районе мыска убавляются петли для красивого прилегания по ноге. Эта модель простая и аккуратная. Сверху небольшой шов. Вяжу я такой пряжей в 2 нити спицами номер 4. Тапочки вяжутся очень быстро. Если вам интересно, присоединяйтесь. Для начала набираем петли. Я набираю 12 петель, это вот в этом месте. У вас это может быть другое количество петель, если у вас нить тоньше или толще и номер спиц больше или меньше. Надо будет связать квадратик или прямоугольник. Связанный квадрат или прямоугольник должен закрывать вашу пяточку. То есть эти 3 стороны – это размер вашего тапочка. 2 боковые стороны и подошва. Я набираю 12 петель, затем по боковым сторонам наберу серым цветом тоже по 12 петель. И всего у меня их будет 36. И так я продолжу вязать тапочек. То есть размер, который будете вязать вы, вот определяется этим местом. В самом начале вы задаете размер вашему тапочку. То есть набираете петли согласно ширине вашей пяточки. Затем вяжете в высоту. Может быть, вы захотите тапочек вот совсем как следочек, чтобы он был низенький, или наоборот выше. То есть прикладываете к ножке и будете видеть, сколько вам надо. Итак, приступаю я к вязанию этой части. Дальше по ходу работы, может, будут выясняться какие-то детали. Для своих тапочек я набираю 12 петель. Вяжу я в 2 нити. Во всех рядах вяжем лицевые петли. Кромочную снимаем и вяжем лицевые петли. Разворачиваем вязание. И продолжаем вязать лицевые петли. Кромочную снимаем и вяжем. Задник я связала, у меня это получилось 12 волн. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нить от набора у меня с левой стороны, рабочая нить с правой. Нить я обрезаю, потому что буду переходить к вязанию нитью другого цвета. Это будет лицевая сторона работы. Сейчас с изнаночной стороны в этом углу надо подвязать нить. И по краю, по кромочным петлям надо набирать петли на спицу. Можете это делать сразу, одевая на спицу. Если вам это тяжело, можете взять крючок и вытягивать петли с помощью крючка и уже потом одевать на спицу. По этой стороне я набрала 12 петель. 12 петель в середине я провяжу. Все так же лицевыми петлями. Затяните эту петельку, чтобы в дальнейшем не получилась здесь дырочка. И 12 средних петель. Сейчас по этому краю надо набрать 12 петель. Если у вас чулочные спицы, желательно это место вязания разделить на 3 спицы. Так как у меня круговые, я вот так протяну, мне будет удобно работать дальше. Все точно так же, как с той стороны. Теперь с каждой стороны по 12 петель. Здесь, здесь и здесь. И теперь вот таким образом продолжаем вязать. Это вот наше вот это место. Разворачивается вязание. И вяжем лицевые петли. Сейчас это изнаночная сторона. При наборе петель по краю вот такая косичка из кромочных петель. Вот она вышла на эту сторону. Первые 3-4 ряда надо будет так петли передвигать со спицы на спицу, а затем уже будет удобно вязать просто ровно.
Разворачиваем вязание и продолжаем вязать. Все лицевыми петлями, платочная вязка. Сейчас покажу, что получается. Вот так это сейчас выглядит. У меня 36 петель, я без изменений продолжаю вязать дальше. Я связала 17 полос серого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И у меня смена цвета. Если вы вяжете одним цветом, продолжаете вязать. А я сейчас подвяжу нить и продолжу вязание другим цветом. При смене цвета первая петля провязывается. И пока вяжем дальше ровные ряды без изменений. Удобно примерять на ножку и смотреть, сколько вам надо, потому что вязание растягивается. И вы будете видеть, сколько именно вам надо связать. Я провязала еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 волн другим цветом. На тапочке это вот это место. Прямые ряды я вязала до места, где заканчивается мизинчик. Перед тем, как начать делать убавление, я намечу маркером в двух местах. Вязание надо разделить на 3 части: центральную и боковые. Вот таким образом. И маркеры будут в этом и в этом месте. Так как у меня 36 петель, в средней части у меня будет 18 петель, 9 и 9 петель по бокам. Убавлять петли надо, провязывая по 2 петли вместе с двух сторон от маркера. То есть в каждом ряду будет становиться на 4 петли меньше. Провязываем 7 петель. Две петли до маркера провязываем вместе. Так как платочной вязкой вяжем, неважно, в какую сторону будет наклон петель, он здесь не заметен. Если бы была лицевая гладь, тогда надо было бы провязывать с наклоном вправо 2 петли и с наклоном влево. А так мы будем просто провязывать 2 вместе. После маркера 2 петли вместе. Провязываем средние петли до тех пор, пока до маркера не останется 2 петли.
До маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. И после маркера 2 петли вместе. Довязываем ряд до конца. Разворачиваем вязание. И изнаночные ряды просто провязываем лицевыми петлями. Убавления будут только в лицевых рядах. Снова провязываем лицевые петли до 2 петель до маркера. До маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Маркер переносим на соседнюю спицу и 2 петли провязываем вместе. Средние петли снова провязываем, не доходя 2 петли до маркера. И провязываем эти 2 петли вместе лицевой петлей. Маркер переносим и за маркером 2 петли вместе провязываем. Доходим до конца ряда, разворачиваем вязание и в изнаночном ряду просто провязываем лицевые петли. Остается 2 петли до маркера, вяжем их вместе и после маркера 2 петли вместе. До маркера 2 петли. Провязываем их вместе и за маркером 2 петли вместе. И так продолжаем вязать, пока не останется 16 петель на спицах. На спице 16 петель. Сейчас я обрежу нить и оставлю длину для того, чтобы продеть нить через все петли и сделать соединительный шов. Сейчас надо снять все петли со спицы и продеть через них нить.
Вот так нить продели. Теперь ее надо стянуть и закрепить. Аккуратно стягиваем. Надо продеть в первую петлю нить и теперь уже стянуть хорошенечко и с изнаночной стороны закрепить, завязав узелок. Вот так получается. Теперь можно сделать соединительный шов по лицевой стороне. Можно сделать по изнаночной стороне с помощью иглы или крючка. Я буду делать соединительный шов с лицевой стороны, вводя иглу возле кромочных петель. Вот в эти места. Плюшка, тихо. Вот так. С одной и с другой стороны. Смотрите внимательно, чтобы вы соединяли волны одинаково, чтобы было красиво, аккуратно и в конце они сошлись. Я буду соединять до места, где сменялся цвет. Если они у вас тапочки ваши однотонные, вы примеряете на ножку и смотрите, до каких пор вы хотите соединить. Или даже если они такие же двухцветные, как у меня, можно соединить до этих пор. В общем, смотрите по ножке, чтобы было удобно вам. Вот так волны соединились, одна напротив другой. Сейчас надо вывести нить на изнаночную сторону и там закрепить узелок. Все узелки прячутся затем в вязании с помощью иглы или крючка.
Следующий этап работы обвязка края крючком. Обвязывать я буду крючком номер 3 и не двойной нитью. С изнаночной стороны надо подвязать нить. Обвязывать я буду, вводя крючок в кромочные петли. Ввела крючок, вытянула петлю, сделала накид, провязала одну воздушную петлю. И дальше обвязывать я буду столбиками без накида. Я закончила обвязывать ряд, и надо его теперь замкнуть соединительным столбиком. В первую петлю вводим крючок, вытягиваем петлю и протягиваем через эту петлю. И следующий этап работы — обвязывание ряда рачьим шагом. Воздушная петля. И мы делаем то же самое, что делали в эту сторону, только теперь в обратную. За счет этого будут получаться зубчики. Вводим крючок в петлю, подхватываем нить, вытягиваем ее и протягиваем через 2 петли. Вводим крючок в петлю, подхватываем нить, вытягиваем ее, делаем накид, протягиваем через 2 петли на крючке. И так продолжаем. Вот этот момент перед вытягиванием петли натягивайте вниз нить, чтобы получался хороший зубчик. Не очень сильно, но просто чтобы не было это место слабым. Вот натянули и вытянули. Ввели крючок, натянули нить вниз, вытянули эту петлю, сделали накид и протянули через 2 петли. Вот они, зубчики, с лицевой стороны и с изнаночной. И так продолжаем весь ряд. Тапочки готовы. Надеюсь, у вас получилось, понравилось. На сегодня все. Всего вам доброго!
длина носочка в спокойном состоянии. Платочная вязка достаточно хорошо тянется. Я натягиваю не очень сильно, потому что если сильно, то будет вот так.